Здравствуйте, дорогие зрители! 5 лет понадобилось каналу, чтобы добраться до 250 подписчиков, и всего лишь 3 года, чтобы набрать это число еще раз и достигнуть 500. И это здорово. Ускорение почти вдвое. В честь этого события я подготовил кое-что крупненькое. Очень крупненькое. Знакомьтесь, Tuol Article 6008 Optimus Prime. А точнее, как они его назвали, чтобы избежать авторских прав, Defender Justice, Justice Incarnate, Защитник справедливости, Воплощение справедливости. Набор имеет 4229 деталей, что в 1,5 раза превышает самый большой набор, что у меня до этого был. Летающий корабль Мастера Ву. Спереди коробки поколенный план данного автобота, подожженная эмблема десептиконов, видимо это тоже связано с авторскими правами. Причем на плечах робота точно такие же эмблемки, хотя он является автоботом. Сбоку оружие, входящее в сет, ручка для переноски, не справившаяся со своей задачей, и габариты модели. С обратной стороны уже демонстрируется полный состав набора. Робот стоит на подставке, на которой можно заметить выложенную из деталей эмблему автоботов. Занимательно, что ее изобразить так производителю уже ничего не помешало, или авторские права действуют только на наклейке. Сама подставка имеет подсветку, а также тут изображены двигательные возможности модели. Внутри коробки еще 2 коробки. Если мы поставим их друг на друга, то увидим еще одно изображение Оптимуса, только выполненное из контуров, что явно было вдохновлено упаковкой наборов Лего из серии Ultimate Collector. Сами коробки, естественно, большего размера, чем это требуется. Для 12-го выпуска Ильича Ильича я перевозил на дачу вот эту малышку, и она почти вся в разобранном виде влезла к уже имеющимся в этих коробках деталям. Собственно, внутри коробок 4 пакета и толстенькая инструкция. Внутри инструкции наклейки. Их много. Сама инструкция на 154 страницы и 735 шагов. Несколько последних пунктов – это карта расклейки. Пакеты пронумерованы, но вот пакеты внутри пакета нет. Что означает, что на стол будет одновременно высыпано в среднем 1056 деталей, что многовато будет. Что ж, по распаковке на этом все, а значит, приступаем к сборке.
Ну вот и все. Мы собрали. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если рассматривать эту модель в отрыве от процесса сборки, то можно даже решить, что робот хорош. Большой, красивый, имеет некоторые грамотно сделанные суставы, много хромовых и перламутровых деталей, однако, если глянуть под воду, камней там будет как монет в фонтане. Будем рассматривать по частям, согласно процессу сборки. Туловище. Начать хотел бы с того, что в нем находится целая сеть техник-бриков, соединенных штифтами, и никакой смысловой нагрузки это не несет. Мало того, что это впустую расходует пространство, так еще и вредит его прочности. Робота буквально можно разорвать напополам, а если бы не вот эта пластина, так и натрия вовсе. Вместо этого непонятного нагромождения роботу можно было бы организовать торс, а с перестройкой верхней части так и вовсе добавить матрицу лидерства, которую, вообще-то, кстати, я в нем ожидал увидеть. Ух, наивный. Ноги. Хочу похвалить за двойную большую трещотку в колене и двойной болт-джойнт в стопе. Я согласен с тем, что в таких больших конструкциях артикуляции стопы можно и пожертвовать. Но вот с чем я соглашаться не хочу, так это с тем, что робот не может шагать. Ноги крепятся на две малые трещотки, что позволяет отклонять их только в бок. И то буквально на два деления. Конечно, с большой двойной трещоткой и того одно, но обменивать одно деление на целую плоскость движения я счел целесообразным. И да, туоловские малые трещотки друг в друге почти не защелкиваются, от чего нога легко выпадает. Кстати, ногу, как и тело, тоже можно разломать. Вот куда сеть техник-бриков как раз таки и была нужна, а не кубики. Сместите сустав на одну пластинку, и вот, у вас отличная линия для выстраивания неразрушимой конструкции. Руки. Похвалю за то, что у кисти есть пальцы, хотя в таком-то размере и чтобы у кисти не было пальцев. Однако оружие держит вовсе не техник-штифт, а вот эти два пина. Точнее, не держит. У робота есть локоть, сустав не выгнешь назад, но в этом суставе используется малая трещотка, которая и саму-то руку с трудом держит, что ж говорить про оружие. Механизм в плечевом суставе уже намного интереснее. Он способен выдержать руку с оружием даже вытянутыми, но вот то, что его прикрывает, к сожалению, одно целое с рукой, что убивает артикуляцию. Не просто так наплечники на роботах делают подвижными и крепят в основном к телу. Да, у меня тут своеобразная конструкция, но, как говорится, это не глупо, если это работает. Подставка. Сначала я хотел придраться к тому, что 3000-детальная конструкция прикреплена на два штифта, но когда собрал, понял, что робот и так вполне себе устойчив, а такое крепление позволяет его слегка повернуть. Вызывает только вопросы, почему они два манипулятора добавили, словно это не подставка под трансформера, а платформа для костюма Железного Человека. Хотя, может, это уже вкусовщина. Но вот что точно не вкусовщина, так это реализация подсветки. Вот я вставляю меч в подставку, и подсветка загорается. Видно даже с включенным светом, но я его все равно выключу. Только вот через минуту она снижает яркость до нуля. Если подразобрать подставку, то видно, что она там все еще горит. А вот чтобы ее полностью выключить, подразобрать подставку вы уже будете обязаны. После этого вам придется чем-то подлезть под эту платформу, приподнять ее и нажать. И так еще 2 раза. И она обязательно в процессе будет разваливаться. А дело в том, что прикреплена она на техник-штифты с направляющими, препятствующими вращению, от чего кнопка обратно ее не выталкивает. Оружие.
Пушка, в принципе, норм. К ней у меня претензий нет. А вот меч к роботу по цветовому решению совершенно не подходит. Вольтрону какому-нибудь он бы подошел намного больше. Да и ручка в нем не держится и в помине. И да, хоть модель и большая, а я говорил, что над такими работать деталей недостаточно. Но как же в видео в честь 500 подписчиков и оставить без улучшения? Но все же от этого решения деталей вдруг достаточно не стало. Поэтому улучшение будет не такое капитальное, как я делаю обычно. И местами цветастое. Что ж, приступаем.
Ну вот и все. Мы улучшили. Что я тут наворотил? Повторять не вижу смысла. Показал многое в отзыве на модель. Только забыл сообщить о том, что штырь, которым робот прикреплялся к подставке, при попытке его отсоединить, оставался у него в стопе, отчего подставка и была переделана в еще одном месте. Качество деталей хорошее, но не самое высокое. Прозрачный пластик мутноват и весьма неяркий. Особенно хорошо это видно на огне, большие элементы которого еще и зачем-то резиновенькие. Черные и темно-серые детали вобрали тут в себя весь спектр радуги. Разница настолько хорошо видна между ними, что даже стрелочками показывать не надо, что тут от чего отличается. Бордовые и синие детали мне тоже не очень понравились, хотя тут установить причину собственного неудовлетворения я так и не смог. Бордовый лишь немного светлее варианта от Лего, а синий так вообще почти один в один. И лишь на ощупь Туол немного грубее. А вот перламутровые детали мне понравились. Они лишь немного менее яркие, чем Лего, и уже более приятны на ощупь. Также мне понравились хромированные детали. Их весьма много. Тут есть и техник-элементы, и руки дроидов, и тайлы, и прочая всячина. Качество напыления вполне соответствует Лего. Даже на крупных деталях не столь видны огрехи. Наконец-то и у меня есть красивые олдскульные хром-серебряные рукояти для звездных мечей. У меня однозначно найдется, кому их отдать. Наклейки, используемые в наборе, мне тоже понравились. Они на прозрачной подложке, причем именно подложке. Рисунок прислоняется к детали, прессуется, а затем подложка отделяется.
Такие наклейки в готовом состоянии мало отличимы от принтов, но при этом позволяют решать, разукрасить ли эту деталь или оставить обычной. Вдобавок, если у тебя много деталей, тебе не нужно искать именно ту, что с принтом. Но у таких наклеек есть и существенный минус. Они очень хрупкие. Прижимать их нужно хорошо и равномерно, иначе часть рисунка будет сидеть на подложке лучше, чем на детали, что приведет к разрыву. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, ибо в честь 1000 подписчиков я бы хотел попытаться реализовать в достойном виде свою самую большую сухопутную самоделку.